Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Эй, славяне, москали, киевляне, нам ли с вами родину делить? Неужели наставишь пушку на свою жену хохлушку? Лучше буду я ее любить. Мы специально выдерживали паузу, потому что ура-патриотическая эйфория напоминает сильный ветер. Нет смысла ее перекрикивать. Лучше подождать. Спустя месяц после начала боевых действий на Украине картина начинает проясняться. И хотя до наступления ясности в головах еще очень и очень далеко, теперь уже можно поговорить о самом главном, о причинах и о последствиях. Это будет длинный, тяжелый, неприятный разговор. Но я почему-то уверен, вы посмотрите этот ролик до конца. Я также напоминаю, в связи с крайне вероятным отключением Ютуба, ищите Агитпроп на альтернативных площадках. В Телеграме, ВКонтакте, в Яндексе, на Рутюбе. Начну с воспоминаний. Осенью 2013-го, снимая фильм «Биохимия предательства», находился я во Флориде в гостях у семьи Сергея Остапенко. Того самого Сергея Остапенко, который давным-давно сыграл мальчиша-кибальчиша в известном всем советским людям фильме. Есть и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда бы вы ни напали, не будет вам победы. Есть и неисчислимая помощь. И сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете. И не будет вам, поганым буржуинам, покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. После распада Советского Союза киевлянин Сергей, избравший для себя карьеру физика, уехал вместе с супругой на Запад. Его знания и способности пригодились Америке. Тем не менее, семья сохранила очень теплые воспоминания і о Києві, і о Москві, і о навсегда утраченном прошлом. Перше, я можу розмовляти на українській мові, но русский язык для нас, вот, для моей семьи, для Аниной семьи, он вообще родной. То есть нас от пеленок и молока матери нас воспитывали на русском. Мы считаем себя украинцами, говорящими на русском языке, я думаю, так, да? Я оставила там сердце. Для меня Украина очень много значит. Там мое сердце. Я когда переступаю порог самолета и выхожу в Борисполь, у меня в душе распахивается, вот просто вот так вот я воспринимаю все. И дороги, и воздух, и зелень, которая, и город, и людей. Но хотя, вот Сережа правильно сказал, сейчас люди очень сильно изменились. Мы родились и воспитывались в Советском Союзе. И опять-таки это наша родина. И Советский Союз обладал колоссальной энергетической способностью воспитывать вот тоже элементы большой нравственности. В момент записи этого интервью до Майдана оставались еще 2 месяца примерно. Ничто не предвещало беды. Когда камера была выключена, хозяин пригласил меня посмотреть трансляцию главного спортивного события, боксерского поединка Кличко-Поветкин. Я думаю, что это небольшое шоу, этот бокс. На самом деле, они так подбирают неравноправных партнеров, чтобы, так сказать, был перевес в одну сторону. Это тоже деньги зарабатывают. Ну, конечно, да. К нам присоединилась молодежь, новое поколение украинских иммигрантов. Пробил гонг. Русский, он должен быть сильным. Должен быть сильным, чтобы защитить не только себя, свою девушку, свою маму, но и свою родину. Я рад, что я встречусь с джентльменом в ринге, с которым мы выясним, а кто же из нас сильнее. Меня поразило тогда, с какой яростью, с каким остервенением ребята комментировали бой, немало не стесняясь моего присутствия в помещении. Даже хозяину стало в какой-то момент неловко. Для них это была эпохальная битва, битва с Кацапом, с Кацапней. Битва, в которой они вместе с доктором Железным Молотом Владимиром Кличко одержали убедительную и красивую победу. Уже потом, пересматривая запись, я с сожалением и удивлением понял, что поединок тот был не просто дорогим шоу, снятым и организованным американскими промоутерами, но настоящей декларацией о намерениях. Причем с обеих сторон. Итак, друзья, настал момент истины. Бой проводился в Олимпийском. На арену, оформленную в черно-желтых имперских тонах и, замечу, в цветовой гамме системообразующей у нас нефтяной компании, поднялся бывший десантник Александр Поветкин. Дамы и господа,
русский витязь Александр Саша Поветкин. Мы живем на отцовской земле, внуки Сарага, славные дети, и летит на крылатом коне руссколюбие тысячи. На руке языческие руны, аккомпанировал бойцу ансамбль языческой песни Николая Емелина. У этого автора, Емелина, написавшего неофициальный гимн ВДВ, кстати, полно антисоветских песен. Но это другая история. А вот текст. Сегодня текст этот уже не кажется мне случайным. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Как не кажется мне случайным и выход Кличко. Владимир Кличко шел на бой под американскую, не под украинскую «Can't Stop». Нельзя остановить Red Hot Chili Peppers. То, что было дальше, хорошо известно. Залитый кровью ринг, 12 раундов бессмысленной и жестокой драки, ничего общего не имеющей с тем благородным спортом, которым маленький Саша и маленький Володя начинали когда-то заниматься в бесплатных советских секциях. Русский и украинец яростно избивали друг друга, и эхом каждого удара был звон монет, сыпавшихся в карманы американских барыг, и удовлетворение лоснящихся физиономий в зале. Там было много влиятельных лиц с обеих сторон. Нет, то был не просто бокс, это было что-то гораздо больше. Я буду тренироваться еще сильнее, еще лучше. И я выиграю. Я могу только сказать, что мне, наверное, как и вам, понравилось то, что мы с вами сегодня видели. Спустя 8 лет Александр Поветкин поддержит операцию по защите, как он выразится, славян Донбасса. А братья Кличко проклянут его, так же, как взявший автомат непобедимый славянин и христианин, уроженец Симферополя Александр Усик, которому в момент распада Советского Союза было 4 года. Я не хочу этого, я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если будут убивать меня, у меня не будет выбора. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что с точки зрения Поветкина в происходящем сейчас виноваты исключительно бандеровцы, англосаксы и НАТО. А с точки зрения Кличко и Усика сумасшедшие русские чекисты виноваты. Никто из них даже не рассматривает другой вариант. Виноват капитал с обеих сторон. Капитал, получивший власть в каждой из республик Советского Союза. Олигархи, которые никогда не окажутся на фронте. Олигархи, которые всегда будут договариваться за кулисами, толкая в мясорубку одурманенных национал-патриотизмом холопов-гладиаторов. Холопов-гладиаторов. Насмерть. А если ты против меня? Они так не сделают. А если ты будешь драться? Придется, как и тебе. Попытаешься убить меня? Да, попытаюсь. Я хочу жить, и ты жаждешь того же. Это 2015-й, война на Донбассе уже идет. Реклама МТС, компании олигарха Евтушенкова, активно осваивавшей даже тогда украинский рынок. Таких компаний было много. Российские миллиардеры скупали лакомые куски украинской экономики, а украинские миллиардеры, об этом говорят реже, российской экономики. Российские псевдокоммунисты, бросившиеся поддерживать и даже отчасти инициировавшие боевые действия в парламенте, что, несомненно, еще вернется бумерангом всем коммунистам. Президент сегодня обратился ко всем гражданам страны и мировому сообществу. Мы разделяем его озабоченность и понимаем то решение, которое принято. Так вот, такие псевдокоммунисты очень любят отсчитывать историю конфликта с последнего Майдана, с 2014 года.
Между тем, в мире капитализма война – это просто крайняя форма конкуренции. А конкуренция за Украину между местным капиталом, западным капиталом и российским капиталом началась не в 2022 и не в 2014. Она началась задолго до того, как в Киеве загорелись покрышки, а на Донбасс вкатились танки. Обыватель не понимает, что война есть продолжение политики, и потому ограничивается тем, что да неприятель нападает, неприятель вторгся в мою страну, не разбирая, из-за чего ведется война, какими классами, ради какой политической цели. Для обывателя важно, где стоят войска, кто сейчас побеждает. Для марксиста важно, из-за чего ведется данная война, во время которой могут быть победителями то одни, то другие войска. Как же найти действительную сущность войны? Как определить ее? Война есть продолжение политики. Надо изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне. Вот эти слова «изучить политику перед войной» из ленинской работы о карикатуре на марксизм всем современным псевдомарксистам, оправдывающим боевые действия, не желающим видеть признаков империалистической конкуренции, а одно лишь национально-освободительное движение Донбасса, вот эти слова надо зарубить на носу. Так как же выглядела политика вовлеченных в конфликт сторон перед боевыми действиями? Пикантность происходящему придает то, что в отличие, к примеру, от царской России, участники процесса, украинская и российская буржуазия, шли по исторической лестнице вниз, а не наверх. Николай II получил от папы крепостную, отсталую страну, которую он продолжал тащить уж как мог в капитализм наверх. Ельцин и Кравчук урвали куски развитого социалистического государства и поволокли свои национальные огрызки вниз, в пропасть, в канаву, в капитализм, воссоздавая устаревшие, отжившие общественные отношения. Если в активе у гражданина Романова была крестьянская лошадка и парочка заводов, то материальные активы Ельцина и Кравчука состояли из сотен, из тысяч промышленных предприятий, месторождений, трубопроводов, портов и железнодорожных узлов, из научных институтов и школ, из громадной сети медицинских учреждений, из гигантского военного наследства, включавшего в себя оружие массового уничтожения. Если, я знаю, нас смотрят сейчас геймеры, сравнивать это с компьютерной игрой, то Ельцин и Кравчук сбросили игру на несколько уровней вниз. И процесс этот не закончен. Сегодня, когда русские и украинцы промышленным образом уничтожают друг друга и остатки советского наследства, поиск дна резко ускорился. Не надо думать, что только Украина в результате обнаружит себя в Средневековье. И вы не поверите, есть те, кто этому даже рад. Из телеграмма олигарха Малафеева. Байден сегодня в Варшаве обратился к нам, к русскому народу. Агрессия Путина отрезала вас от остального мира. Она возвращает вас в 19 век. Душат слезы. Ура, ура, ура. Уйти в прошлое? Прошлое. Такие опыты, уважаемый Александр Сергеевич, нужно делать с разрешения только соответствующих органов. Впрочем, вернемся к активам. Проблемой для украинских и российских капиталистов стало то, что активы эти были переплетены в единые производственные цепочки. Кровеносные сосуды, нервы и сухожилия связывали объекты, разделенные государственной границей, воедино. Кстати, уместно напомнить, что при СССР границы этой административной границы фактически не существовало. Ее не было даже при Ельцине больше 10 лет. Знаете, кто провел делимитацию и вкопал пограничные столбы? Это сделали Кучма и Путин. Ну а как провели? Так и началось. В 2003 году Россия узнала, что есть на свете Тузла, которая по-нашему коса, а по-украински остров. В сентябре 2003-го от российской Тамани по направлению к острову Тузла начинают насыпать дамбу по 150 метров в день, работая в 3 смены. До украинской границы остается 100 метров. Но это по украинской версии, потому что официально четко проведенной границы ни в акватории Азовского моря, ни в Керченском проливе нет. Украинский народ не хочет ссориться с братским русским народом. Никакой политики, утверждали кубанцы. Строим дамбу, чтобы Азовское море не размывало берег. Должна понять Украина, если берег уходит и уходит и уходит, ну тогда же мы что же беспокоиться. Уходит не берег, а деньги, поправляли казаков в Москве. Плата за вход
кораблей, значит, торговых судов, вазов, производится одной страной, а не двумя странами. В ответ на как бы такие односторонние вот эти действия, на взимание тарифов в полной мере со стороны Украины за прохождение всех морских судов, началось это строительство этой дамбы. Деньги давай, я тебе говорю! Деньги! Давай деньги! Давай деньги! Деньги давай! Давай деньги! Но давайте все-таки бегло оглядим наследство по состоянию на 92 год. Нам вот тут некоторые умники постоянно внушают из телевизора, будто Украина — это хутор такой, село. Да нет, ребята. Даже спустя 30 лет после уничтожения СССР Украина ничуть не больший хутор, чем Россия. Вы оцените только, что было. 12 теплоэлектростанций, 6 гидроэлектростанций, 5 атомных станций, 6 нефтепроводов приличного размера, 8 нефтеперерабатывающих заводов, сегодня каждый $1 миллиард минимум стоит на стартовой площадке, 3 крупнейших газопровода, 4 крупных железорудных бассейна, месторождения марганца, кварцитов, известняка, доломитов, цветных и редких металлов, ртуть, свинец, цинк, титан, цирконий, никель, кобальт, магний, алюминий, бокситы, алуниты, хром, медь, уран, золото. Кроме того, сера, калийная соль, каменная соль, апатиты, фосфориты, графит, плавиковый шпат, мел, глины, гипс, гранит, мрамор, янтарь, 7 крупных горнообогатительных предприятий, мощнейший металлургический комплекс, 6 трубных заводов, в том числе единственный до середины 2000-х на всем постсоветском пространстве Харцизский завод труб большого диаметра, без которых не будет никаких газопроводов на запад или на восток у «Газпрома». 3 ферросплавных завода, 6 коксохимических заводов, 6 огнеупорных заводов, 6 метизных заводов, 2 алюминиевых комбината, титановые и магниевые комбинаты. У меня не хватает дыхания перечислять все это, я сокращаю сейчас. Это только сырье я перечислил. А ведь было еще машиностроение. Не по названиям, по городам: Киев, Донецк, Харьков, Луганск, Краматорск, Кременчуг, Ворошиловград, Житомир, Сумы, Николаев. Практически в каждом городе были серьезные машиностроительные предприятия. Даже не упоминаю легкую и пищевую промышленность от молочки до хлебокомбинатов и жиркомбинатов. И вот все это богатство досталось кому? Украинскому народу? Нет. После приватизации и обязательной стрельбы это богатство досталось сегодняшним украинским олигархам. Путин об этом говорил, совершенно правильные вещи говорил. Не грех процитировать Путина. Политические и государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины. А политические выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Есть только небольшая оговорка. Ельцину досталось не меньше. И Путину досталось не меньше. И российские олигархи хапали точно так же. Гробили точно так же убивали друг друга. Лет 15. Точно так же подрядили себе в помощь спецслужбы и националистов для охраны и защиты. Посмотрите на яхту Мордашова, сбежавшую на днях во Владивосток, и вспомните, кем был молоденький Мордашов, когда проводил приватизацию Череповецкого медкомбината. Процесс первоначального накопления капитала в двух странах-осколках Союза шел совершенно одинаково. Капитал тут, по правде говоря, никто не создавал. Ну, то есть, все началось не с простого ограбления работников, как в других странах, как в 19 веке, и даже не с грабежа колоний. Такого еще не бывало в мировой истории. Капитал здесь был создан грабежом социалистической собственности. Ее просто присваивали, деребанили, воровали на Украине и в России, и в других республиках. Мародеры рвали на части овеществленный труд миллионов советских людей, в том числе русских и украинцев. А когда и в России, и на Украине приватизация закончилась, капитал этот начал, как и положено капиталу, стремительно укрупняться, монополизироваться, обрастать финансовыми институтами. А потом стремиться к экспансии на сопредельные рынки. Напомню, для вывоза российского капитала на Украину, а украинского в Россию были все предпосылки. Многие предприятия просто не могли существовать друг без друга. Приходилось воевать за активы в некогда братских республиках. Вот отжали Дерипаска и Виксельберг после кровопролитных корпоративных войн весь советский алюминиевый комплекс. А сырье-то, сырье где? Сырье, глинозем на Украине. Или возьмите Уралхим олигарха Мазепина. Он привязан к Одесскому порту для экспорта удобрений из Тольятти-Азота, потому что советская власть построила аммиакопровод Тольятти-Одесса. А чей порт?
какого-нибудь Коломойского. Понимаете, к чему я клоню? И то же самое со стратегическим заводом двигателей «Мотор Сич», и то же самое с поставками титана для Верхнесалдинского ВСМПО. Нету у России своего титанового сырья. С бесконечным количеством объектов то же самое. Объектов, на которые сам собой естественным образом падал взгляд российских корпораций и их алчных хозяев. Повторюсь, процесс этот был обоюдным. Украинские олигархи вроде Новинского, Боголюбова, Коломойского с удовольствием скупали, где и пока им позволяли это делать, российские золотодобывающие артели, металлургические и угольные предприятия. Да хотя бы кондитерские фабрики, если вы не забыли. Мы стремимся к тому, чтобы уважать право собственности. Вот Алексей Леонидович, он горячий приверженец, считает, что это один из столпов экономической политики, и в этом смысле я с ним полностью согласен. У нас далеко не всегда так получается, и нам на практику нужно еще поправлять, и в законодательстве многое нужно сделать, но мы всегда будем к этому стремиться. То же самое касается и наших иностранных инвесторов, в том числе и украинских инвесторов. Петр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов. На Донбассе уже не один месяц лилась кровь, а московский приватбанк Коломойского никто не трогал. И вспоминать о приватбанке в эфире тоже тогда не рекомендовалось. Снова и снова приходит мне на память совместный с Владимиром Меньшовым наш фильм. Мне тогда в 2009 с ноября по декабрь пришлось проехать всю Украину. Идея принадлежала Владимиру Валентиновичу, он меня отыскал, отвез на Мосфильм, показал кое-какие исходники, это была большая честь для меня, конечно. И посмотрев эти исходники, я решил, что концепция «вы нам, гады, за Севастополь ответите», содержавшаяся в них, не подходит, не соответствует реальности. Нужно многое доснимать самому, и я поехал. И командировка была от государственного телевидения. И фильм вышел на государственном телевидении. Но вот когда материал был готов, когда мастер произнес в кадре крайне важные для нас обоих слова о том, что между Россией и Украиной нет разницы. Большинство из того, что мы вам сейчас расскажем об Украине, можно наблюдать и в России. Так что это не попытка посмеяться над соседом. Перед эфиром мне начали звонить какие-то помощники олигарха Бабакова и требовать вставить Бабакова в титры. Я был очень удивлен, я не знал, кто такой Бабаков. И я не понимал, при чем тут Бабаков. Я никогда не видел Бабакова. И я отказался выполнить эту просьбу, но пошли звонки выше, потом еще выше. И в результате его все-таки врезали в титры. Вот. Ну а теперь откройте Яндекс и почитайте об интересах компании Бабакова на Украине. Как бы то ни было, любые процессы надо рассматривать в движении. Укрупнение и монополизация неизбежно влекут за собой конкуренцию. Конкуренцию уже между монополиями. И очень скоро оказалось, что боливар не выдержит двоих. Консолидированный российский капитал и консолидированный украинский капитал начали то тут, то там делить самые вкусные куски, рвать их друг у друга из пасти. Николаевский глиноземный завод, например, крупнейший в Европе, после приватизации и долгих мытарств ушел к Дерипаске в Россию. И он, кстати, до сих пор у Дерипаски. И остановил производство он только в конце февраля. Ау, патриоты с обеих сторон. «Русал», крупнейший в мире, если не считать Китай, производитель алюминия, приостановил поставки глинозема со своего Николаевского завода, расположенного недалеко от порта Николаев на Украине. Это усилило перебои на рынке глинозема и алюминия, сообщила консалтинговая фирма Wood Mackenzie. Весь производимый Николаевым глинозем транспортируется на плавильные заводы «Русала» в России. В пересчете на металл Николаевский НПЗ обеспечивает производство 75 тысяч тонн в месяц или 900 тысяч тонн в год, что составляет 23% производства первичного алюминия «Русала». Вспомните драку за Никопольский завод ферросплавов, вспомните драки за порты, за электростанции, за банки, за частоты для сотовых операторов. Или забыли, или не знали вы об этом. Сколько всего этого было? Сначала по старинке с захватом завода управлений и переписыванием реестров акционеров, а потом с привлечением тяжелой медийной артиллерии. Телеканалы двух стран, главные телеканалы, начинали поддерживать правильных собственников против неправильных. Вы не помните это, а это было. Потом война за активы перекинулась в Верховную Раду, где шла повальная скупка депутатов и фракций. Сегодня было предпринято несколько попыток силового захвата завода с использованием Беркута и милиции. Работники завода отстояли завод. Мы получили сегодня больше 1000
телеграмм, имейлов, СМС со всех городов Украины о том, что совершенно разные люди, пенсионеры, студенты, предприниматели, трудовые коллективы поддерживают те требования соблюдения закона. Мы не уверены в том, что мы сейчас, час назад, отразили последний штурм. 2005 год также запомнился продажей крупнейшего в стране металлургического комбината «Криворожсталь». Накануне выборов в 2004 году он был продан консорциуму олигархов Рената Ахметова и Виктора Пинчука. Причем условия приватизационного конкурса были выписаны таким образом, что к нему ограничили доступ их ключевых потенциальных конкурентов – западных и российских компаний. Кульминацией, конечно, стала длительная война за самый лакомый на Украине актив – за газотранспортную систему. За деньги от транзита, за право наживаться на продаже сырья на Запад. Деньги должны заплатить до последнего рубля, если не хотят, чтобы их экономика в конечном счете столкнулась с санкциями и требованиями со стороны Российской Федерации. Вы, может быть, забыли, сколько раз демонстративно поворачивался вентиль с одной стороны, сколько раз другая сторона угрожала начать несанкционированный отбор. Все забыли великое посольство газовика Черномырдина, а не надо забывать. Ибо 20 лет таких боданий по нарастающей – это и есть вызревание империалистических аппетитов, империалистических противоречий. Не надо также забывать физиономию Зурабова, кстати, бывший посол на Украине. Зурабов вот прямо сейчас участвует, как акционер участвует, в дележе Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении, на границах которой всего год назад полыхала война. Это крупнейший налогоплательщик там, в Армении. Кому война, кому мать родна. И, кстати, не помните, как над Пашиняном год назад угорала наша пропаганда? Дескать, не смешите азербайджанские байрактары. Можно кричать «России, помоги», все что угодно, но у тебя есть армия. Пока вы спали, капиталисты рвали Украину на части, зубами рвали, как грелку. Ну а потом, когда остальные методы не сработали, в ход была пущена любимая игрушка капитала – национальные интересы, национальное достояние. А кто же эти самые национальные интересы лучше всего выражает? Кто, если не националисты? Украинские националисты с одной стороны, защитники русского национального мира с другой. Есть российские олигархи, которые финансируют украинских националистов. Есть. Есть люди, которые здесь имеют бизнес на Украине, соответственно, через этот бизнес им нужны какие-то лоббисты во власти, поскольку они видят, кто самый их интересует, это абсолютно с технической точки зрения. То есть кто может прийти во власть, правильно? То, что в Украине не могут прийти во власть какая-нибудь аморфная либеральная сила, однозначно. Если эту стабильность доходов предложат, например, западноукраинские националисты, то почему бы и нет? То есть он, как говорится, как Карл Маркс орет, что да, капитал не имеет отечества. Олигархи не имеют отечества. Предпосылки к первому Майдану в 2005 году, кстати, помните вот этого парня на майданной трибуне? И ко второму Майдану в 2014 вызревали не один год. И оба этих события в сердцевине имели вовсе не австро-венгерский заговор XIX века, не Киево-Могилянскую академию, не происки Грушевского или Донцова, не вербовочные мероприятия Гиммлера, не байки Байдена, не печеньки Нуланд и не хитрый план Путина. Точнее, все это можно вспоминать, можно, это имело место. Но оба этих события, оба Майдана имели в сердцевине другое. Имели в сердцевине бабло, борьбу за бабло. Эта капиталистическая конкуренция выплескивалась на улице в виде народных волнений.